История двумерней резко меняет тон. Тайна мертвой Химико оказывается не мистическим парадоксом, а семейной драмой. Новый вестник смерти не воскресшим маньяком, а чудовищным эхом старой бойни. А за фасадом утопии радости начинают проступать куда более страшные силы – изобилие и ненасытность. Кто такая Эванесса на самом деле? Как Желана превратила счастье в оружие, а своих подопечных в безумных культистов и убийц? Почему под маской сыщика скрывался сам Ла-Манча, глава галактических рейнджеров? И с какой целью Аха в финале полностью меняет правила игры Фонтаны, делая победителя новым эоном радости навсегда? Сюжет сразу возвращает нас к последствиям инцидента с Искрой. Кутиба проверила Март и первопроходца на заражение миметическим вирусом. Тесты не прошли успешно. Угроза от Искры оценивалась как искажение катастрофического уровня. Если бы первопроходец не успел ее остановить, последствия затронули бы десятки городов. Перед уходом Кутиба сообщает трагическую новость. Скотт мертв. Он был убит в штабе банды «Общее желание», и это явно связано с играми Фонтаны. Март от таких известий впадает в ступор. Хоть Скотт порой и доставлял неприятности, он все же был старым знакомым. Игры Фонтаны оказываются по-настоящему пугающими, но Март унывать не собирается. Вельт связывается с первопроходцем, чтобы узнать, что случилось с Химико. Он видел, что та встретилась с отцом, и на ней лица не было. Химико никогда не рассказывала о семье, да и о прошлом говорила крайне редко. Янг не стал лезть с расспросами напрямую, а решил сначала узнать подробности у первопроходца, который присутствовал при воссоединении семьи. В прошлом сюжете разработчики устроили настоящий лорный взрыв. Отец утверждает, что Химико мертва уже 15 лет, и они с дочерью буквально не узнают друг друга. Лороведы по всему миру принялись строить теории про клонов, про то, что Химико — это фантазм, что Рюсуке прибыл из иного мира или что существует две версии Химико. На канале совсем недавно тоже выходило подобное видео, обязательно посмотрите его по подсказке на экране. В ретроспективе, после официального раскрытия, такие вещи любопытно пересматривать. Тем более ролик был не только о Химико, но и об огромной части нового сюжета, и в теориях о других персонажах мы попали в самую точку. У двумерней вообще есть любопытная черта. Это мир, где за каждой яркой вывеской скрывается что-то еще. И порой самое интересное лежит вовсе не на витрине, а на закрытой распродаже от GG-Cell. Это эксклюзивный раздел маркетплейса, доступный только по специальной ссылке в описании. Цены здесь ниже, чем в обычном магазине. Прямо сейчас пропуск снабжения можно урвать всего за 280 рублей. Ну а помимо любимого ХСР, на закрытой распродаже можно заодно закупиться и в другие популярные мобильные игры. А если нужного тайтла нет, он гарантированно найдется в основном каталоге. Ведь GG-Cell – огромная торговая площадка, где тысячи продавцов со всего мира предлагают все. От пополнения Steam до подписок на разные сервисы. Главное здесь безопасно. Всегда можно прочесть описание товара, отзывы и выбрать самого надежного поставщика. А если возникнут вопросы, техподдержка поможет их решить. Так что не жди милости от Ахи. Успей закупиться пропуском снабжения и сущностями по выгодным ценам только на закрытой распродаже GG-Cell. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Так что же произошло с Химико и Рюсуке? Все оказалось гораздо прозаичнее. Когда Рюсуке спросил у Химико, кто же она такая, он просто имел в виду, что дочь так выросла за 15 лет, что он даже не может ее узнать. Холодность Химико, якобы не признавшей отца, тоже объяснима, у нее затаилась на него давняя обида. Рюсуке – известный художник, который большую часть времени был занят работой в разных уголках вселенной. Причем занят настолько, что Химико впервые увидела отца только в 6 лет, на похоронах матери. Ситуацию усугубило и то, что Рюсуке постоянно был в разъездах, пытаясь найти лекарство от поразившего Химико недуга – проклятие выветривания. К сути этого проклятия мы вернемся немного позже. Химико оставила пустую могилу со своим именем, чтобы подготовиться заранее, поскольку не была уверена, есть ли у нее вообще будущее. Вот и вышло, что когда Рюсуке вернулся, он увидел это надгробие и решил, что дочь стала жертвой игр. Власти полностью засекретили инцидент с Вестником Смерти, поэтому узнать правду он не мог. Рюсуке однажды видел фото Химико в роли навигатора Звездного экспресса и даже узнал ее имя. Однако все эти годы он боялся выяснить правду. Его пугала мысль, что навигатор окажется лишь тезкой и, похоже, женщиной. Такой ответ навсегда убил бы в нем последнюю надежду на то, что дочь жива. Рюсуке признает, что в прошлом действительно не уделял ей должного внимания и хочет попытаться наверстать упущенное. Химико же остается предельно холодна и в итоге просто покидает Академию. Рюсуке рассказывает о проклятии выветривания, особом недуге, преследующем родовую линию Химико, семью Графия. Легендарная художница Графия, спасшая мир от легиона антиматерии, запечатав планету в картину, заплатила страшную цену за это деяние. Она принесла в жертву себя и своих потомков, заключив запретную сделку, последствием которой стало это проклятие.
Потомки Графии редко доживают до 30 лет. Болезнь проявляется в физическом разрушении. Тело женщин начинает увядать и иссыхать, а мужчины впадают в безумие. У самого же Рюсуке в жилах не течет кровь Графии, и он не является ее потомком. Они с матерью Химико поженились, и Рюсуке просто взял фамилию жены. Именно поэтому родовое проклятие выветривания на него не распространяется. Рюсуке долгие годы пытался найти средство, которое спасло бы дочь. Он перепробовал огромное количество способов, обращался за помощью к фракциям разных путей, но ничто не помогло обратить проклятие вспять. В итоге именно эти бесконечные поиски привели к тому, что он не уделил дочери должного внимания, когда был нужен ей больше всего. Как именно Химико удалось побороть проклятие, для него до сих пор остается загадкой, а сама она отвечать на этот вопрос отказалась. Но сейчас для Рюсуке главное лишь то, что дочь вернулась. Он хочет попытаться хоть немного наверстать упущенное и проявить запоздалую отцовскую заботу. Чтобы узнать Химико получше и понять, чем она жила все эти годы, он просит показать ему Звездный экспресс. На борту экспресса Рюсуке начинает расспрашивать, чем живет его дочь. Встретив Пом-Пом, он ошибочно принимает проводника за начальницу Химико и благодарит за заботу о ней. Внезапно появляется сама Химико. Поскольку отца привели без ее ведома, она явно раздосадована, хоть и старается этого не показывать. Рюсуке извиняется и искренне признается, что хочет хотя бы недолго побыть для нее настоящим отцом. Химико соглашается поговорить с ним наедине, чтобы не мешать остальным, и зовет с собой первопроходца для обсуждения игр Фонтаны. Первопроходец решает дать отцу и дочери время пообщаться с глазу на глаз. Выясняется, что именно рассказы Рюсуке о путешествиях по вселенной когда-то вдохновили 6-летнюю Химико покорить звезды, и отступать от этого пути она не намерена. Всплывает и довольно милый момент. Узнав о прибытии экспресса, Рюсуке даже купил и прочитал комикс «Пушистый скиталец об экипаже». Вскоре возвращается первопроходец, и беседа переходит к играм. Химико смогла побороть проклятие выветривания именно благодаря играм Фонтаны, однако детали чудесного исцеления не раскрывает. Зато она вспоминает кровавые игры и Вестника Смерти, устроившего резню. Как оказалось, именно Химико 15 лет назад сумела остановить маньяка. Воспоминания о тех днях даются ей тяжело. Долгое время ее мучили кровавые кошмары, и потребовалось время, чтобы сбросить этот груз и двигаться дальше. Теперь же, после уничтожения банды «Общее желание», кажется, что Вестник вернулся, хотя на самом деле это скорее всего лишь подражатель. Химико считает, что в этот раз за играми и новым убийцем стоит нечто гораздо более зловещее. Ее план таков – победить нового Вестника Смерти, чтобы восславить безымянных, завоевать веру жителей Двумернии и показать всем свою решимость. Напоследок, Химико оставляет первопроходцу на хранение маску радости семьи Графия, ту самую, которую в прошлом сюжете украла и затем вернула обратно Искра. Перед уходом Рюсуке просит Химико зайти в библиотеку, чтобы он мог передать ей дневники предков, которые могут оказаться полезными в играх. Тем временем Жемчуг приглашает просителя от Звездного экспресса в главное здание корпорации «Жемчужный блеск» для обсуждения дальнейшего хода игр Фонтаны. Похоже, она готова предложить помощь. Экипаж соглашается, так как эта беседа может понять ее истинные намерения. Пока машина задерживается, Март решает заскочить в мини-маркет на центральной площади за свежим выпуском «Пушистого скитальца». Ожидая Март и Вельта, первопроходец решает прогуляться. Герой замечает Эшвейла, который расспрашивает вербовщика Ассоциации счастливых улыбок о предстоящем собрании. Ассоциация счастливых улыбок – это фанатичный культ радости, ставящий получение счастья во главу абсолютно всего. В прошлом ролике мы верно вывели, что именно они связаны с гибелью банды «Общее желание». Эшвейл планировал незаметно внедриться в секту, однако появление первопроходца слегка спутало ему карты. Тем не менее, сыщик сообщает герою, что выслеживает нового Вестника Смерти, а ниточки от убитого Скотта и уничтоженной банды тянутся именно к этой подозрительной благотворительной организации. Эшвейл намерен лично вынести приговор и казнить Вестника. Погиб не просто знакомый, а его друг. К тому же сыщик верит в неизменные правила цивилизации – око за око, зуб за зуб. Вскоре появляется Март с комиксом, последним номером в магазине. Эшвейл не сдерживается и выкупает его в 100 раз дороже, попросив первопроходца и Марта оставить автографы. Убитый друг был фанатом Пушистого скитальца, и Эшвейл хочет почтить его память на похоронах. К площади подъезжает специальный сотрудник Мехатрон. Выясняется, что роскошный корпоративный автомобиль прислали не только за безымянными, но и за Эшвейлом. Вся группа отправляется в «Жемчужный блеск», крупнейшую развлекательную корпорацию Двумернии, на встречу с главой. Экипажу предлагают сначала осмотреть здание, пока Жемчуг завершает дела. К ним направили сопровождающего. Эшвейл же отделяется от группы и уходит по своим вопросам. Гуляя по холлу, Вельт и Март замечают огромного, но еще не до конца собранного Мехатрона.
Пока они пытаются сфотографироваться на его фоне, в кадр внезапно влезает гиперактивная девушка по имени Нигилюкса. Она уже знакома нам по одному из трейлеров, где нарисовала рекламный фанфик с Ахой и Нануком, да и была среди анонсированных героев Двумернии. Она представляется сотрудницей отдела технологий фантазмоделия с рангом R30 и заявляет, что Жемчуг лично поручила ей провести для экипажа эксклюзивную экскурсию. Нигилюкса буквально светится от восторга при виде космических супергероев. Она тут же начинает осыпать гостей вниманием и по секрету делится своей инвестиционной стратегией. Оказывается, все свои сбережения она вложила в нускоины – децентрализованную криптовалюту, которую ее друзья-кочевники из Панклорда майнят на украденных вычислительных мощностях НУС. Вельт дипломатично замечает, что это звучит рискованно. Затем Нигилюкса показывает гостям жемчужину коллекции – линейку фигурок Стальной Королевы Пом-Пом. Стальная Королева – это здоровенный боевой мехатрон в полном обмундировании, а фигурки представляют собой ее миниатюрные копии. Март немедленно узнает в ней проводника экспресса и вскипает. А как же авторские права? Нигилюкса невозмутимо парирует. Технически это Пом-Пом из пушистого скитальца, и к Пом-Пом со Звездного экспресса она не имеет никакого отношения. Вельт философски замечает, что вопросы интеллектуальной собственности – одна из сложнейших тем во Вселенной, а корпорацию консультирует сильнейшая команда юристов. Все расходы она непринужденно списывает на табельный номер «Жемчуг», а подарки отправляет доставкой прямо на экспресс, чтобы не обременять гостей во время прогулки. Экскурсия по конструкторскому бюро оказывается неожиданно содержательной. Нигилюкса объясняет, как «Жемчужный блеск» поставил создание фантазмов на поток. Мехатроны – единственный вид фантазмов, пригодный для массового производства. Вместо традиционного ручного рисования здесь используется автоматизированная система проектирования чертежей, что значительно повышает эффективность и сокращает расход силы желания. По дороге к полигону группа сталкивается с Пеплом, юным бойцом команды Рассвета. Команда Рассвета – это местный отряд супергероев в масках, звезды одноименного сериала на Желано ТВ. Они одновременно и актеры, и настоящие защитники города. Когда случается беда, бойцы трансформируются вместе с мехатронами и выезжают на место. Сами мехатроны для отряда были созданы корпорацией «Жемчужный блеск», и чем популярнее сериал, тем больше силы желания получают их боевые машины. Идеальный замкнутый круг коммерции и геройства. Пепел – самый молодой в отряде и, как выясняется, пылкий фанат Звездного экспресса. Узнав первопроходца, он едва не теряет дар речи от восторга. Он не пропустил ни одного выпуска пушистого скитальца и собрал все коллекционные издания. Нигилюкса предлагает совместить приятное с полезным. Сначала первопроходец пройдет весь цикл сборки, распечатает чертеж, соберет собственного мехатрона и синхронизируется с ним. А затем опробует его в деле прямо на полигоне, где Пепел и остальные бойцы команды Рассвета сойдутся с ним в боевом тесте. Но за бравадой скрывается общая боль. Все четверо – Пламя, Лазурикрыл, Зарево и Пепел – сироты кровавых игр, потерявшие родителей 15 лет назад. Для них образ героя не просто амплуа, а способ справиться с травмой. Убедить себя и мир, что в следующий раз, когда придет Вестник Смерти, найдутся те, кто сможет всех защитить. Вся команда надеется, что в случае их победы первопроходец станет почетным пятым бойцом отряда. Пепел просит не сдерживаться и сражаться в полную силу. После боя остальные бойцы расходятся, а Пепел остается. Он говорит, что в детстве у него не было никого, кто научил бы его, как правильно жить. Он рано бросил школу, связался с уличными хулиганами и думал, что махать кулаками – это и есть геройство. Но, видя испуганные лица людей, постепенно понимал, что поступает неправильно. Все изменилось, когда он наткнулся в сети на истории о Звездном экспрессе. Именно подвиги первопроходца показали ему, что значит быть настоящим героем, и дали силы порвать со старой жизнью. Теперь Пепел хочет дарить улыбки жителям Двумернии и защищать их, когда возникает опасность. Но он сомневается в себе. У него нет ни силы безымянных, ни каких-то особых талантов. Возможно, он выбрал путь, который ему просто не подходит. Первопроходец отвечает без банальностей. Доброту нельзя приобрести, она врожденная. А вот силу можно. Желание сражаться за тех, кто рядом, и стремление дарить людям улыбки – это и есть самая сильная сторона Пепла.
Воодушевленный, тот просит оставить автограф на памятном фото и обещает, что при следующей встрече уже сможет называть себя настоящим героем. На прощание Нигилюкса говорит, что правила игр Фонтаны никогда не требовали, чтобы просители обязательно конкурировали между собой, а затем просто исчезает. Когда к группе наконец присоединяется настоящий сопровождающий, представитель по имени Фелд, выясняется, что никакого отдела технологий фантазмоделия в «Жемчужном блеске» не существует. Нигилюкса не была сотрудницей корпорации. Она была самозванкой. Оставив загадку на потом, экипаж поднимается на верхний этаж к «Жемчуг». パールさんはメカ鎧の製造工程を全て見せてくれたな。おそらくКак одна из 10 каменных сердец и исполнительный директор Двумернии, Жемчуг хочет быстро и безопасно завершить игры Фонтаны. Жемчуг прямо спрашивает первопроходца, какова его конечная цель. Ответ герой подготовил заранее. План первопроходца звучит максимально дерзко. В случае победы он откажется от божественной силы на 1 минуту, а вместо этого потребует, чтобы Аха лично возглавил союз антиразрушения. Химико оценила идею как блестящую сразу по нескольким причинам. Во-первых, это куда ценнее, чем расточительно потратить силу Эона за 1 минуту. Во-вторых, если возложить на Аху миссию борьбы с главной угрозой Вселенной, ни корпорация, никто не смогут возразить. И, наконец, это избавит Экспресс от риска стать марионеткой КММ в их союзе антиразрушения. Помпом же подошла к вопросу с практической стороны. У Звездного Экспресса есть козырь – огромная долговая расписка перед экипажем и безымянными, собственноручно подписанная Ахой. Когда-то он радости путешествовал вместе с Экивили, постоянно сея вокруг хаос. Притворяясь рядовым безымянным, он скрывал свою истинную сущность лишь от обычных людей, тогда как проводник и сам Эон Освоения прекрасно знали, кто именно находится у них на борту. В этом и заключается идея плана. Если вся вселенная для Ахи – большая сцена радости, если миры для него – источник веселья, значит он должен хотя бы в какой-то мере позаботиться о том, чтобы эта сцена не была уничтожена разрушением. Именно поэтому первопроходец и собирается потребовать, чтобы Аха возглавил союз антиразрушения. От такой идеи Жемчуг буквально на миг зависает. Как эрудроид, она реагирует на план со смесью легкого шока и профессионального интереса, отмечая, что требование хоть и лишено логики, но таит в себе свою безумную обоснованность. Однако она скептически оценивает шансы Экспресса на победу. Жемчуг раскрывает карты. Она сама стала просителем и заключила союз с 2 другими участниками, сосредоточив в своих руках сразу 3 маски. Но и у первопроходца есть козыри. Поскольку у него есть своя маска, отобранная маска Искры, а в союзниках выступает Воскресенье, силы оказываются равны – 3 против 3. Вельт сразу отмечает слабое место Жемчуг. Ее статус топ-менеджера корпорации, управляющей планетой и одного из каменных сердец – это не только преимущество в ресурсах, но и главная преграда. В играх Фонтаны побеждает тот, кто соберет искреннюю силу желания народа, а местные жители видят в Жемчуг лишь холодную власть КММ, и каждое ее действие будет восприниматься с подозрением. Понимая это, Жемчуг предлагает безымянным альянс и раскрывает свою истинную цель. У нее есть 2 причины выиграть игры, и одна из них глубоко личная. Жемчуг появилась на свет благодаря теме искусства, назначенной небесным дифференциатором планеты Скрюлум. Будучи эрудроидом, она способна идеально скопировать любой пиксель шедевра, но не может постичь саму суть творчества. Ей хочется понять, о чем думала Графия, когда создавала рисованный мир. Вторая причина абсолютно прагматична и служит интересам корпорации. Рисованный мир – это изолированное карманное измерение, куда не проникает огонь легиона антиматерии. КММ жаждет заполучить эту технологию, чтобы создавать идеальное укрытие. Уступать в гонке за победу стороны не намерены, поэтому Жемчуг предлагает сменить угол зрения. Сейчас в игре остаются 2 неизвестных просителя, не проявивших себя. Пока их цели остаются загадкой, риск повторения кровавых игр слишком велик. Чтобы выманить их из тени и одновременно укрепить позиции Альянса, Жемчуг организует беспрецедентную акцию – масштабную выставку «Звездный Рельсокон», полностью посвященную подвигам экипажа Экспресса. По ее замыслу, эта выставка должна стать совместным чудом. Она принесет первопроходцу колоссальную силу желания от зрителей, а самой Жемчуг даст возможность безопасно продвинуть союз с Экспрессом, проверить реакцию публики и вынудить скрытых просителей сделать ход.
Также Жемчуг просит первопроходца лично навестить автора популярного комикса Штрих-кошку Неясну, чтобы уговорить ее прийти на выставку и устроить автограф-сессию. На прощание, в знак начала партнерства, она дарит первопроходцу фишку на удачу в стиле авантюрина. После ухода безымянных выясняется, что Жемчуг наняла Эшвейла в качестве скрытого защитника Звездного экспресса на предстоящей выставке. Сыщик соглашается, но выставляет жесткие условия. Ему нужна правда о кровавых играх 15-летней давности. Эшвейл уже провел собственное расследование и нашел в финансовых отчетах Двумернии огромную дыру. Оказалось, что астрономические компенсации семьям жертв маньяка выплатил не местный бюджет, а напрямую отдел технологий корпорации. Жемчуг пытается его перекупить. Сначала предлагает 100 миллионов, потом 300, затем 500, и в итоге готова выписать чек на целый миллиард кредитов, лишь бы закрыть эту тему. Но Эшвейлу нужны не деньги, а правда. Убедившись, что сыщика не подкупить, Жемчуг раскрывает, в чем дело. Оригинальным вестником смерти был некий Маркус Антали, последний член Школы Совершенной Эволюции, гильдии эрудитов. 5 лет назад его вина была доказана, и он был казнен, как подчеркивает сама Жемчуг, во всех смыслах этого слова. После этого его личные вещи забрала госпожа Яполи, глава отдела технологий КММ. Так становится ясно, почему следы расследования вели к корпорации. Но это также значит, что новый убийца в Голубином ручье – либо подражатель, либо тот, кто каким-то образом получил доступ к наследию Маркуса. Жемчуг считает, что воскресший маньяк далеко не худший вариант. В таком случае он остался бы просто убийцей, уже исключенным из игры эонов. Куда страшнее, если кто-то использует страх, оставшийся после Маркуса, чтобы собирать силу желания. В обмен на защиту Экспресса Эшвейл требует еще одну награду. Кем бы ни оказался новый Вестник Смерти, сыщик лично приведет приговор в исполнение. Жемчуг дает ему полный карт-бланш и юридическую неприкосновенность от имени исполнительного директора. Развязав руки, Эшвейл отправляется вершить месть. По дороге его настигает мрачный отголосок прошлого. В коротком, обрывочном видении старый товарищ Галактический Рейнджер просит его выстрелить, пока тот окончательно не превратился в монстра изобилия. Сыщик вместе с Кутибой прибывает в район Голубиного ручья, где проходит публичное собрание Ассоциации счастливых улыбок. Атмосфера там пропитана абсолютным фанатичным безумием. Люди в толпе беспрестанно бормочут о счастье, а Мехатроны утверждают, что наконец-то нашли семью и слышат голос самого Ахи. Если верить сектантам, не слышат его лишь те, кто недостаточно счастлив. На трибуне выступает Желана, медиамагнат, владелица телеканала Желана ТВ и главный спонсор секты. Во время кровавых игр 15-летней давности она была студенткой Академии графии и лично видела резню, устроенную Маркусом. Эта травма навсегда сломала ее психику. Потеряв родителей и друзей, она долгие годы была пустой оболочкой, пока не нашла извращенное спасение в идее абсолютного избавления от боли. Теперь она вещает толпе, играя на самых глубоких ранах. Желана провозглашает, что корпорация Межзвездного мира грубо вырвала их из идеального рисованного мира, принеся с собой капитализм, кредиты, тревогу и бесконечные соревнования. По ее словам, люди забыли, что истинная радость – это улыбки тех, кто рядом, а не эгоистичное потребление, навязанное КММ. Желана призывает жителей вступать в ее ассоциацию, чтобы исполнить истинную волю Ахи. Воссоздать мир, где улыбки никогда не увянут, счастье станет вечным, а страдания исчезнут навсегда. Кутиба и Эшвейл пытаются прервать это представление и допросить Желану о массовом убийстве в Голубином ручье. Но медиамагнат только этого и ждала. Она хладнокровно использует их визит, чтобы публично объявить толпе шокирующие детали о возвращении Вестника Смерти и кровавом саде рук, оставленном на месте преступления. Тем самым она провоцирует волну неконтролируемой паники. Однако возникший ужас Желана тут же гасит. Она заявляет, что Ассоциация счастливых улыбок защитит этот мир, и что по-настоящему счастливые люди не умирают. Словно по щелчку, паника в толпе сменяется экстазом. Фанатики впадают в транс, безумно скандируя о вечной радости и счастье, полностью растворяясь в коллективной истерии. Кутиба понимает, что Желана только что бросила им в лицо кровавую наживку, а Эшвейл чувствует фальшь в ее поведении. Сыщик уверен, эта женщина не просто жертва былых трагедий, она кукловод, готовящий для Двумернии нечто поистине ужасающее. Эшвейл решает расспросить рядовых членов культа. Среди них Пепел, тот самый юный актер из команды Рассвета, который фанател от первопроходца. Как выясняется, Эшвейл с ним знаком и даже называет его настоящим именем – Магнус. Сыщик напоминает юноше, что именно убитые члены банды «Общее желание» когда-то заботились о нем после того, как он потерял родителей в кровавых играх 15-летней давности.
Пепел разрывается. Он жаждет отомстить за гибель мафиози, но наотрез отказывается выдавать секреты Желаны. Он заявляет, что ассоциация спасла его от отчаяния и стала для него новой семьей. Когда на защиту юноши агрессивно встают другие сектанты, Эшвейл без колебаний затевает драку. Нанося удары, сыщик замечает жуткую деталь. Фанатики вообще не чувствуют боли. В ответ на избиение они лишь безумно смеются. Сломавшись, Пепел признается, в чем дело. Каждый полноправный член ассоциации проходит операцию счастья. Человеку делают укол и вживляют микрочип под веко. Это устройство навсегда отключает болевые рецепторы и восприятие страха, даруя чувство вечной эйфории. Сам Пепел пройти эту лоботомию души пока так и не решился, он все еще сомневается. Эшвейл велит юноше запомнить этот страх, предупреждая, что искусственная блокировка боли не дает истинной силы и уж точно не делает человека героем. Оставив избитых сектантов на Кутибу, сыщик понимает, грядущая масштабная выставка «Звездный рельсокон» станет идеальной сценой для новой атаки подражателей Вестника Смерти. Тем временем Даньхэн находит Блейда на улицах Двумернии. Генерал Яо Гуан ранее предсказывала, что охотника за стелларонами поглотит его собственная жестокость, что обернется катастрофой для всей планеты. В Сяньчжоу опасаются худшего сценария, что внутри Блейда возродится Шуху, тот самый эманатор изобилия, который в прошлом слепил миллиарды жителей целой планеты в единого монстра из плоти и крови. Как мы помним из лора Сяньчжоу, именно плоть Шуху стала источником проклятого бессмертия Блейда, и теперь этот древний ужас дремлет в его теле. Даньхэн заявляет, что не спустит с него глаз, чтобы не допустить гибели этого мира. Блейд реагирует с привычной мрачной иронией. По сценарию Элио, эта поездка действительно связана со смертью. Однако сейчас его тревожит другое. Блейд чувствует, что в Двумернии присутствует иная, пугающая сила, которая зовет его. Судя по его словам, это нечто еще более опасное, чем ученики Санктус Медикус или Искатели Эликсира. Параллельно Воскресенье и Тинь-Юнь также проводят расследование. На улицах они сталкиваются с десятками улыбающихся горожан, активно зазывающих их в ассоциацию счастливых улыбок. Используя силу настройки гармонии, Воскресенье проникает в сознание прохожих и выясняет жуткую правду. Сектанты Желаны утверждают, что слышат в своих головах голос Эона Ахи. На деле же это звук их собственного расщепленного разума. То, что они принимают за божественное благословение, это заржавевшая пластинка, барьер самообмана, созданный мозгом в попытке убежать от невыносимой боли. Операция счастья заставляет сознание людей непрерывно лгать самим себе. Тот, кто способен заставить такую массу людей синхронно обманывать себя, обладает пугающей властью. Ситуацию осложняет еще одно обстоятельство. Воскресенье теряет ментальную связь с Вороном, которого он передал Яо Гуан. Сама птица не уничтожена, но генерал Сяньчжоу словно выпала из зоны его восприятия. По просьбе Жемчуг, первопроходец и Март отправляются на поиски автора популярного комикса «Пушистый скиталец», загадочной и неуловимой штрих-кошки неясны. Как выясняется, под псевдонимом скрывалась та самая фальшивая сотрудница КММ Нигилюкса, оказавшаяся еще и главным редактором издания «Шерстяной еженедельник». Нигилюкса – это ходячая метаирония разработчиков над современной индустрией комиксов и сюжетостроением. Узнав, что герои пришли по поручению Жемчуг уговорить ее прийти на звездный рельсокон для раздачи автографов, Нигилюкса, несмотря на свою коммерческую хватку, решительно отказывается. Но у безымянных находится весомый аргумент. Мягко пригрозив автору многомиллиардным иском за незаконное использование образов Звездного экспресса, герои быстро меняют ее решение. Она откровенно признается, что черпает вдохновение исключительно из реальности, потому что выдумывать с нуля нерентабельно. Ее предыдущие работы были отменены из-за низких рейтингов. Если бы «Экспресс» не одолел Сталисклепа, став мегапопулярным, комикс про них тоже ждало бы закрытия. На прощание она проводит для героев небольшой авторский урок, цинично отмечая, что быть героем значит носить тяжелые оковы читательских ожиданий. Абстрактный образ персонажа всегда упрощается в угоду публике, и чтобы удержать внимание, героям приходится побеждать все более сильных злодеев и попадать во все более абсурдные ситуации. Как только персонаж перестает удивлять публику, его популярность умирает. Именно поэтому грядущий звездный рельсокон так важен для нее.
Там, где соберется миллион зрителей и колоссальная сила желания, обязательно всплывут темные силы. А значит, появится новый, идеальный материал для продолжения комикса. Параллельно Химико все же встречается с Рюсукой в библиотеке Академии, где он передает ей семейные записи об играх Фонтаны. Именно там всплывает важное противоречие. Химико уверяет, что когда-то смогла побороть проклятие выветривания именно благодаря играм Фонтаны. Но в хронике указано, что один из ее предков еще 400 лет назад уже одерживал победу и получал аудиенцию у Ахи, и все равно не сумел снять родовое проклятие. Сам Рюсуке объясняет это через старую запись предка. Точно так же, как бог разрушения не может просто взять в руки букет цветов, и он радости бессилен перед этим проклятием. Иными словами, дело не в том, что Аха слаб, а в том, что сама природа этой силы словно лежит вне его власти. В этом же разговоре Рюсуке раскрывает происхождение фамилии Мурата. Судя по всему, родословная Химико имеет сразу две фамилии – они Играфия и Мурата. Именно с Муратой связана старая семейная легенда о девушке, что спускается туда, где плачут люди и бушует пламя. Для Химико эта история звучит как отражение ее собственного пути освоения. Перед расставанием Рюсуке желает дочери удачного путешествия, а в их разговоре впервые за долгое время появляется не только горечь, но и теплая нотка примирения. Наступает день открытия звездного рельсокона. Площадка, разделенная на грандиозные иммерсивные павильоны, Белобога, Лофу Сяньчжоу и Пинаконии, забита восторженными фанатами. Прямо на входе первопроходца перехватывают журналисты телеканала «Желано ТВ». Они сходу начинают засыпать его провокационными вопросами. Герой отвечает максимально сдержанно и дипломатично, аккуратно обходя острые углы. На первый взгляд интервью проходит безупречно, но от всей этой беседы остается неприятный, тревожный осадок. Оставив Марту стенда с сувенирами бороться с желанием скупить весь мерч, первопроходец замечает Эванессу. 目標確認セリフとパンもよし冷える燃えるЛисица специально разогналась и врезалась в героя, чтобы отыграть классическое аниме-клише «столкновение на улице со старшеклассницей с куском хлеба во рту». После этого Эванесса включает образ безумной фанатки енота Биты из пушистого скитальца и жалуется, что перекупщики раскупили все билеты. Напомнив, что именно она ранее нарисовала для первопроходца маску просителя, девушка просит помочь ей попасть на выставку без билета. Первопроходец соглашается и приводит ее к Март. Эванесса тут же пускает в ход все свое обаяние и начинает умолять о помощи. Март поддается мгновенно. Не видя в девушке никакой угрозы, она даже бросает фразу, которая в контексте всего лора звучит как мощнейший форшедовинг. Мол, у такой милой лисички просто не может быть дурных намерений. Она же не будет вести себя как Фантилия, да и ни Стелларона, ни древа Амброзии поблизости нет. В итоге Март с блеском проводит Эванессу через турникеты, представив ее сотруднику корпорации как хорошую подругу, и вся компания отправляется осматривать выставку. В павильоне Белобога роль ведущей неожиданно берет на себя Искра, которая почти открыто признает, что находится в розыске у департамента по защите сверхъестественного. Она устраивает викторину по сюжету пушистого скитальца, и Эванесса блестяще отвечает на все вопросы. Важно, что сам комикс воспроизводит официальную, смягченную версию событий на Ярилу, где Коколия пожертвовала собой ради спасения Белобога. Первопроходец приоткрывает Эванессе правду о том, что Коколия находилась под влиянием Стелларона, но просит сохранить этот секрет. Если он всплывет, мир Белобога может рухнуть. Искра приглашает первопроходца на сцену и просит воссоздать культовую финальную битву из комикса. Под оглушительный рев толпы герой эффектно зажигает реквизитное пылающее копье, чтобы наполнить Коколию энергией. Эванесса едва не плачет. Она признается, что эта сцена напомнила ей тот день, когда она впервые открыла пушистого скитальца. Мчащийся поезд, пестрый космос и странные, но по-настоящему живые друзья. Пусть это всего лишь вымысел, ей всегда хотелось стать частью этой истории и однажды отправиться в путешествие вместе с ними. Шоу продолжается в павильоне Лофу Сяньчжоу, который оказывается полностью затоплен водой. Вместо запланированной театральной постановки о подвигах заоблачного квинтета перед первопроходцем появляются 4 актеров из команды «Рассвета». Их командир Пламя внезапно заявляет, что они тоже являются просителями игр Фонтаны, и открыто бросает вызов Звездному экспрессу. Уже в этот момент становится заметно, что команда «Рассвета» говорит антикорпоративными лозунгами и смотрит на безымянных как на чужаков, явившихся отнять у местных героев их место.
Первопроходец легко отбивает атаку, но актеры не собираются сдаваться. Пламя утверждает, что битва просителей не закончится, пока одна из сторон не потерпит поражение. Март в замешательстве пытается понять, кто именно из команды Рассвета является просителем и почему они так агрессивно настроены. После боя первопроходец открывает Эванессе еще одну горькую правду о Фантилии и о том, что заоблачный квинтет давно стал лишь тенью прошлого. Услышав о бессмертии Сень-Джоу, которое многие считают проклятием, Эванесса внезапно высказывает свой взгляд на вечную жизнь. По ее словам, изобилие и радость вполне могут сочетаться. Только обладая бесконечной жизнью, можно стремиться к бесконечной радости. У живых есть право выбрать смерть, но есть и право выбрать жизнь, ведь всегда найдется что-то, ради чего стоит проснуться завтра. Группа переходит в павильон Пинакони, где встречает Химико. Сначала навигатор не узнает Эванессу, но Март представляет ее как студентку Академии графии, а первопроходец добавляет, что именно она нарисовала ему маску просителя. Этот факт сразу настораживает Химико. Попытки расспросить загадочную лисицу ни к чему не приводят. Эванесса лишь намекает, что остается всего лишь зрителем игр, пусть и в особом положении. Перед исчезновением она предупреждает первопроходца, что выставка уже наполняет маску енота силой желания, а ее дальнейшее применение может привести как к добру, так и к беде. Напоследок Эванесса оставляет загадку о мимолетной красоте цветов и буквально растворяется в воздухе. Для Химико этого достаточно. Девушка, способная создавать маски, превращать других в просителей и бесследно исчезать, не может быть обычной студенткой. Но разбираться с этим сейчас некогда. Команда Рассвета явно готовит новый удар. Ситуация выходит из-под контроля, когда Искра связывается с первопроходцем и советует ему немедленно посмотреть новости. Выясняется, что телеканал Желана ТВ грубо смонтировал недавнее интервью. На видео фразы первопроходца склеены так, будто он угрожает жестоко подавить местных героев ради интересов КММ. Желана мастерски использует свою медийную империю как оружие. Она не просто порочит имя безымянных, она направляет колоссальную силу желания толпы против них. Настроение на выставке мгновенно меняется. Безымянных начинают называть «псами корпораций» и винить в недавней кровавой резне в Голубином ручье. Теперь Желана окончательно сбрасывает маску и становится очевидным врагом. К экипажу присоединяются Эшвейл и Кутиба. Сыщик объясняет, что все нити этой информационной атаки и выходки команды Рассвета ведут к Желане. Игры Фонтаны превратились в судилище, где главным судьей стала обезумевшая толпа, жаждущая зрелищ. Герой вынужден принять финальный вызов актеров на вершине башни Пом-Пом. На вершине башни Пламя разражается гневной тирадой. Он обвиняет Звездный Экспресс в том, что безымянные – это эгоистичные чужаки, которым плевать на счастье двумерней. По его словам, они явились лишь для того, чтобы подменить местных героев своими образами и удовлетворить тщеславие, именуемое духом освоения. Он упрекает Экспресс в том, что 15 лет назад эти великие космические герои не были рядом, когда дети Голубиного ручья теряли семьи от рук Вестника Смерти. Все актеры, кроме Пепла, уже прошли операцию счастья. Потеряв способность чувствовать боль и страх, они окончательно утратили связь с реальностью. Теперь они искренне верят, что жестоко расправляться с бандитами и конкурентами, смеясь при этом, есть истинное геройство. Магнус оказывается перед невыносимой дилеммой. Он не проходил лоботомию и понимает весь ужас происходящего, но желание остаться героем и не предать товарищей перевешивает голос разума. В итоге он встает на их сторону. Сойдя с ума от мнимого счастья, команда Рассвета объединяется с гигантским металлическим мехатроном, королевой Пом-Пом, напитывая ее силой желания.
Во время битвы обезумевший Пламя проговаривается. Он с восторгом заявляет, что они уже разобрались с одним прихвостнем корпорации. Для Эшвейла эти слова становятся финальным, неоспоримым доказательством. Убийцами Скотта и банды «Общее желание» были именно эти герои. 仇を飲むは我が血、不義を打つは我が心。領主ラマンチャ、汝に生死の誓いを捧げる。天球、足折れし狼に目を伏せ、我が領を導きたまえ。次は終戦、神々のわらうち。おかえり、神のもとへ。静かに。もう寝る時間だ。Первопроходец и остальные срываются в глубокий провал и оказываются в странном заброшенном пространстве, которое позже Жемчуг опознает как обрывок свитка. Фрагмент рисованного мира, отделившийся от картины при возвращении двумерний в реальность. Побежденные бойцы команды Рассвета начинают мгновенно регенерировать раны, безумно хихикая. Даже сейчас они не чувствуют боли. Новые Вестники Смерти, устроившие резню в Голубином ручье, это сама команда Рассвета. Именно они под действием операции «Счастье» и влияния Желаны вырезали банду «Общее желание», искренне считая себя героями, очищающими город от скверны. Для Эшвейла это не просто очередные преступники. Это ребята из Голубиного ручья, которых он знал лично еще в юности, задолго до того, как они выросли в телевизионных героев. Сыщик казнит не безликих чудовищ, а тех, кого когда-то знал. К этому моменту раскрывается его настоящая личность. Эшвейл – это Ла-Манча, легендарный глава галактических рейнджеров. Сам он просит никому не распространяться об этом имени. Во-первых, за его головой до сих пор могут охотиться старые враги. Во-вторых, он давно хотел оставить прошлое позади и просто дожить свой век в покое под личиной частного сыщика. Но главное, сила, скрытая в его руке, слишком опасна. В ней запечатана тьма, связанная с путем ненасытности, и даже сам Эшвейл предпочел бы никогда больше не выпускать ее наружу. Оказавшись в странном пространстве разлома, Эшвейл сразу напоминает о фишке, которую Жемчуг вручила первопроходцу. Как выясняется, это был не просто символ удачного партнерства, а скрытый маячок. Пока фишка при герое, Жемчуг сможет отследить их местоположение и вытащить группу наружу. В этот момент к первопроходцу начинает обращаться странный голос. Некое эго, доносящееся из глубин пространства. Оно зовет его вперед, обещая истинную радость, слияние, наслаждение, эйфорию и выброс удовольствия. Этот шепот почти гипнотизирует героя, но Эшвейл в последний момент резко его останавливает. Сыщик отмечает, что сила, дремлющая в этом месте, кажется ему пугающе знакомой.私が観察し、私が解析し、私が描かん。天地を絵巻に込め、転生を刻めば、実月精神おのずと形をなす。すべてを琥珀の王に。Жемчуг вытаскивает всю группу из разлома. Она объясняет, что место, куда они провалились, называется обрывком свитка. Это фрагмент пространства, отделившийся от свитка, когда двумерня возвращалась из рисованного мира в реальность.
Такие обрывки продолжают разрывать границу между реальностью и рисованным миром. Департамент по защите сверхъестественного считал, что эти явления уже стабилизировались, но во время схватки с командой Рассвета их влияние внезапно усилилось. Эшвейл заявляет, что дело нового Вестника Смерти можно считать закрытым. Когда его тени поглотили 3 бойцов команды Рассвета, сыщик почувствовал в них знакомый привкус изобилия. Так становится ясно, что операция «Счастье Желаны» была не просто лоботомией, а медицинской процедурой, напрямую связанной с силой изобилия и изменяющей человеческое тело. Жемчуг подводит итог расследования. Желана, выжившая в кровавых играх, основала Ассоциацию счастливых улыбок, под прикрытием которой долгие годы проводила нелегальную операцию счастья. Члены ассоциации из команды Рассвета подражали преступлениям Вестника Смерти и бросили вызов Звездному экспрессу на выставке. Вероятность того, что за всем стоит Желана, 92%. На поверхность всплывает истинный масштаб бедствия. Жемчуг понимает, что Желана действует не одна. Способность превращать обычных людей в последователей изобилия означает, что за ней стоят и другие силы. Именно поэтому она от имени администратора мира прямо просит безымянных помочь двумернии пережить надвигающуюся катастрофу. Оставшись с первопроходцем, Жемчуг делится своим взглядом на операцию счастья. Она отмечает, что люди не могут, как эрудроиды, просто отключить врожденную негативную обратную связь – боль, тревогу и страдания. Но именно поэтому человеческая способность переживать такие эмоции и превращать их в искусство кажется ей одной из самых удивительных черт разумной жизни. Трагедии, элегии и утраченные эпосы рождаются из способности людей чувствовать боль и преодолевать ее. Операция счастья стирает не только восприятие страдания, она уродует саму человеческую сложность, превращая личность в одноцветное пятно. Для Жемчуг управление миром подобно созданию картины. Это поддержание богатства форм жизни и их потенциала к эволюции. Именно поэтому Ассоциация счастливых улыбок, по ее мнению, осквернила ее творение. Позже Жемчуг остается наедине со Эшвейлом, и тот прямо обвиняет ее в манипуляции. Он понимает, что именно она проложила путь расследования так, чтобы он неизбежно вышел на Ассоциацию счастливых улыбок и подтвердил ее гипотезу с помощью собственной тени. Эшвейл тут же озвучивает главный упрек. Стоило ему снять ограничитель, как тень в его руке срезонировала с трещиной, а сам обрывок свитка начал дрожать. Иными словами, сила, запечатанная в его руке, и то, что дремлет в глубинах этого пространства, по всей видимости, имеют одну и ту же природу. Они явно связаны с ненасытностью. Если бы тогда он не остановил эту силу, все могло закончиться катастрофой. Жемчуг напоминает и еще об одной детали. Именно маска радости должна была дать Эшвейлу достаточно силы, чтобы удержать тень под контролем. И это важно, потому что для Ла-Манчи тьма в руке не просто оружие, а настоящее проклятие. Судя по его профилю, эта сила порой прорывается наружу как тяжелый приступ, с кровью, разрываемой плотью, фантомной болью и чудовищной тенью за дверью. Даже привычка спать в холодильнике, похоже, связана не с эксцентрикой, а с попыткой хоть немного заглушить внутренний холод и эту боль. Жемчуг не отрицает своей роли, но отвечает хладнокровно. Ее этические принципы не позволяют ставить на кон человеческие жизни, а значит, она действовала только после максимально точного расчета. Именно после этого в разговоре всплывают лор-дропы колоссального масштаба. Жемчуг раскрывает, что путь к этой силе Эшвейлу когда-то указал Взирая, бывший легендарный навигатор Звездного экспресса, связанный с путем завершенности. Это та самая тень, что 10 янтарных эр назад поглотила Рой и лорда-опустошителя Зуло. Напомним, Зуло был одним из лордов-опустошителей Нанука, а его уничтожение стало одной из самых легендарных операций галактических рейнджеров. Эта же тень сотни лет назад поглотила эманатора изобилия Шуху. Именно поэтому, поглотив бойцов команды Рассвета, Эшвейл сразу почувствовал в них знакомый привкус изобилия. Жемчуг напоминает Эшвейлу об их изначальной сделке. Если она победит в играх Фонтаны, то исполнит его заветное желание – дать галактическому рейнджеру спокойно умереть в своей постели. Для Ла-Манчи это не просто красивая формулировка, а предельно личная мечта. За образом неуязвимого сыщика скрывается бывший лидер – человек, который слишком долго вел за собой других, хоронил товарищей и жил по законам долгой войны. Поэтому в ответ Эшвейл прямо заявляет, если Жемчуг действительно намерена исполнить это обещание, он продолжит сражаться за нее и дальше. Эшвейл перед уходом делает Жемчуг неожиданный комплимент. Он отмечает, что пока она запечатывала разломы и спасала людей из обрывка свитка, каждый ее штрих, пусть и лишенный художественной изысканности, для жителей этого мира ничуть не уступал картинам самой графии. Ведь сегодня ни одна невинная душа не погибла, а значит, она смогла их защитить.
Разве прародительница художников задумывалась о красоте мазков, когда создавала рисованный мир ради спасения планеты? Жемчуг, вечно стремящаяся понять суть творчества, но не способная творить как человек, по сути уже достигла того, к чему стремилась. Просто не через кисть, а через действие. Вскоре к Эшвейлу приходит Серебряный Волк и прямо дает понять, что охотникам за Стелларонами нужна его помощь. Зачем именно, сцена пока не раскрывает. Однако в их разговоре всплывает важная деталь. Двумерие плохо поддается предсказанию даже для Элио. По мысли Эшвейла, в судьбу этого мира одновременно вмешивается слишком много эонов, и именно поэтому охотники действуют здесь почти вслепую. Серебряный Волк эту догадку не опровергает. А затем появляется сам Блейд. Он и Эшвейл обращаются друг к другу по старым именам – Инсин и Ла-Манча, что выдает их давнее знакомство. В это же время генерал Яо Гуан наконец находит источник аномалий двумерней. Следуя по следу птицы-шпиона Воскресенья, она проникает в глубину двора фонтана и обнаруживает то, чего здесь быть не должно – колоссальное древо амброзии. Для тех, кто подзабыл лор Сянь-Джоу, древо амброзии – это священное семя эона изобилия Яоши, которое когда-то даровало жителям Лофу бессмертие, но в итоге превратило их в чудовищ, пораженных Марой. И теперь этот росток пустил корни прямо в мире, благословленном радостью. У его корней Эванесса. Яо Гуан сразу замечает, что над головой девушки нет ни знаков счастья, ни знамений горя. Ее судьба выходит за рамки судеб смертных. Загнанная в угол Эванесса раскрывает свою истинную природу. Она не человек. По сути, Эванесса – это воплощение самого древа амброзии, дух, который обрел разум, голос и человеческую оболочку. Она называет себя арбитром, определяющим исход игр фонтаны, бушующей силой восторга этого мира и его живым биением. При этом саму оболочку, по словам Эванессы, ей даровал некий Эон. Кто именно, она не уточняет, но наиболее вероятным кандидатом остается Аха. Яо Гуан прямо спрашивает, не Эванесса ли является причиной надвигающейся катастрофы. Девушка отвечает, что у нее нет таких способностей к предвидению, как у генерала, и сама она в замешательстве. Все правила и переменные игр фонтаны не более чем результат прихоти божества. А что касается назревающей бури, то не исключено, что вся эта суматоха лишь очередная проделка бога смеха. Тем временем Химико, Март и Первопроходец пытаются перевести дух после напряженного дня. Химико подчеркивает, нужно срочно передать информацию о связи Желаны с изобилием Даньхэну, Воскресенью и Яо Гуан. Март предлагает ненадолго расслабиться, и Первопроходец решает просто прогуляться по улицам. На улицах начинается переполох. Фонтана, нарисованная луна, вспыхивает, и голос Ахи обращается ко всем. Эон радости объявляет новые, беспрецедентные правила. Победитель текущих игр фонтаны станет не временным обладателем его силы, а навсегда истинным и вечным эоном радости. Сразу после шокирующего объявления Ахи на экранах появляются промежуточные результаты игр фонтаны. Первопроходец занимает первое место. Но внезапно его смартфон и буквально саму реальность взламывает Серебряный Волк. Она заменяет экран рейтингов системным сообщением о том, что аккаунт героя заблокирован на 100 лет. Это своеобразный тизер новой формы Волка, которая появится уже в следующем патче. Теперь пришел ее черед проявить себя на играх фонтаны. На этом завершается сюжет патча 4.1. Ставки взлетели до абсолютного максимума. Кратко пробежимся по главным вехам. Очевидный противник будущего сюжета – Желана и тот, кто за ней стоит. Для дальнейшего противостояния она явно использует извращенный синтез сил, изобилия и радости. Главный вопрос заключается в том, почему все трое убитых бойцов команды Рассвета считались просителями. Эшвейл подтвердил, что каждый из них когда-то носил маску. А значит, Желана каким-то образом сумела встроить сразу несколько подчиненных в игру фонтаны, что само по себе выглядит аномалией. Дальше начинается уже поле для теорий. Возможно, это уникальная способность самой Желаны, и именно она является истинной хозяйкой загадочной маски Ктулху. Не исключено, что из-за вмешательства изобилия, связавшего сектантов через операцию счастья, система игр стала воспринимать их не как отдельных людей, а как некое единое коллективное существо. Косвенно на это намекает и рейтинг. После стычки с Экспрессом очко получила именно эта загадочная маска.
Если так, то команда Рассвета не просто притворялась просителями, а действительно участвовала в играх от лица Желаны. Что касается пространства обрывка свитка, куда провалились герои, скорее всего там запечатан древний Левиафан или даже сама Ораборос. Левиафаны — это ужасающие космические хищники прошлого. Эшвейл ощутил в этом месте знакомую ауру, а сам обрывок свитка срезонировал с тенью в его руке в тот момент, когда он снял ограничитель. Все это указывает на то, что в глубине разлома дремлет нечто древнее и крайне опасное. Визуально же это пространство до боли напоминает бездну из боевых анимаций самого Эшвейла. Его тень, судя по всему, напрямую связана с путем ненасытности, а печать в его руке сдерживает сущность, родственную спящему в разломе монстру. Отдельно стоит обратить внимание на голос Эго, взывавший к первопроходцу на дне провала. Это еще одно веское подтверждение того, что в обрывке свитка запечатано существо ненасытности. По лору игры Ораборос нередко приманивали жертв красивыми, завораживающими песнями, действовавшими как гипноз. Судя по всему, нечто подобное произошло и здесь. Древняя сущность попыталась помутить сознание первопроходца, смешав свой зов с извращенной радостью, чтобы заманить его в ловушку и поглотить. Таким образом, сейчас на Двумернии столкнулись уже как минимум 4 пути. Это радость в лице Ахи, некогда благословившего этот мир. Это изобилие, пустившее корни в виде древа амброзии. Это ненасытность в лице предположительно спящего Левиафана. Добавим сюда сохранение, представленное амбициями КММ. И, зная классический сценарий «Приключения Экспресса», где-то в тени наверняка уже маячит и разрушение со своим неизменным Стеллароном. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.